Всем привет, дорогие друзья! Сегодняшний ролик мы проведем с вами сначала на легендарном Лычаковском кладбище. Само название говорит о том, что оно находится на Лычакове. Вот, сворачиваем, мы идем от улицы Пекарской, но также можно от Лычаковской свернуть в улицу Мечникова и также попасть на Лычаковское кладбище. Легендарное, известное, вот, так как Пер-Лашез в Париже. Начну с обзора вот этого печального места. Оно находится сбоку Лычаковского кладбища, называется Марсовое поле. Там сверху были похоронены сначала воины с Второй мировой войны, сейчас хоронят солдат, погибших на фронте сейчас. И вот хочу вам показать, как это выглядит реально. Вот так. А мы с вами идем на Лычаковское кладбище, которое очень и очень уникальное. Перед вами могила очень известной польской писательницы Марии Конопницкой. Она похоронена во Львове. И когда приходят польские экскурсии, все обязательно идут на ее могилу, но не только. Поэтому мы сегодня пройдемся с вами по очень известным местам здесь. И идем с вами дальше. Это начало Лычаковского кладбища. И здесь, можно сказать, это как будто бы пантеон таких известных личностей для Польши. И как раз польские экскурсии обязательно заходят сюда и, как сказать, посещают могилы своих кумиров, своих исторических героев. Вот. А мы с вами идем дальше. Вот посмотрите, какая часовня. Здесь очень много простых могил, но и также могил известных и очень богатых львовян. Кладбище это просто уникальное. Оно как музей, и поэтому для туристов здесь продают билеты. А мы с вами пришли на могилу очень известного художника Гротгера. Могила сейчас, как видите, в процессе реставрации. Очень такое скромненькое место, но с самого начала. Вот эта часовенка, которую вы видите красная, она в самом центре у входа. И поэтому найти эту могилу, хотя она здесь близко, не так легко. А перед вами еще одна известная польская писательница Габриela Запольska. Тоже очень знаменательная личность для польской литературы. Как видите, очень много свечек, и тоже к ней легко подойти. С самого начала кладбища надо пройти влево, первая вот эта вот аллейка. Здесь тоже всегда останавливаются польские экскурсии. И вообще здесь, на этом кладбище, очень-очень много таких фамилий, которые не раз фигурируют в польской истории. Лычаковское кладбище в этом смысле просто сокровищница. Но и сам Львов тоже, современный Львов, не забывает о своих польских корнях. Вот посмотрите, например, напротив Лычаковского кладбища в переулочке была какая-то пивная, и написано «Завше свежее пиво», всегда свежее пиво на польском языке. Вот увидела такую машину, написано «Польский хлеб». То есть во Львове начали печь хлеб под названием польский. Очень интересно. Смотрим дальше. Кава Старого Львова. На одной пачке по-польски и по-украински. А мы с вами находимся в аптеке-музее, в старинной львовской средневековой аптеке. Хочу вам показать, какие здесь находятся экспонаты. Есть и другие залы. Мы туда сегодня заходить не будем, там нужно покупать билеты. У меня сегодня нету времени. Но то, что для обычных посетителей здесь, я вам покажу, как выглядели старинные польские или даже австро-венгерские
аптеки. Такие кассовые аппараты, вот, ящички, шуфлятки. Очень-очень интересно. И кто интересовался историей Львова, для него не новинка такое место во Львове, как Пасаж Миколаша. Это когда-то был такой известный красивый пассаж. И вот хочу вам показать, что после него осталось. Пассаж был просто великолепен. И немногие знают, что остатки все-таки есть былой славы, но от них остались просто руины. Они находятся в центре, от улицы Коперника можно зайти. А мы с вами находимся сейчас в очень известном соборе. Это костел, доминиканский костел во Львове. Он тоже находится в центре. Я начинаю свой обзор изнутри. Здесь такая необычная внутри конфигурация зала. Он такой округлый, я бы сказала. Вот. Красивые белые стены. Очень впечатляет. Здесь сейчас церковь. И были мы с вами на кладбище, на могиле, я вам говорила, Гротгера. И посмотрите, здесь, в этом костеле, львовяне ему поставили памятник своему любимому автору. И там такая же надпись. А мы вышли из костела, находимся на площади перед ним, и я уверена, что многие из вас узнают это место по фильму «Д'Артаньян и три мушкетера», когда они пели песню, и на конях отсюда, вот с этого места, они ехали дальше. Это Доминиканский собор. На этом я сегодня буду потихоньку с вами прощаться. Это не последнее видео из моей серии о Львове, друзья мои, поэтому обязательно подпишитесь, поставьте пальчик вверх, поддержите меня каким-то комментарием и пишите свои впечатления, свои пожелания. До новых встреч, друзья, в новых видео уже совсем скоро. Пока-пока, до новых встреч, всего вам самого-самого доброго.